Ну и вот сегодня хочу показать вот такой вот образец, как такую красоту связать. Вот здесь у нас раппорт узора, вот с такими интересными элементами, и дорожки между этими двумя раппортами, такие ажурные дорожки, да, так я их называю. Вот это вот сегодня будем вязать. И вот так выглядит еще второй вариант из более тонкой пряжи. Раппорт узора будет состоять из 15 петель. 5 петелек на вот эту дорожку, 10 на вот этот узор. И для образца я сделаю 2 раппорта узора, и значит получается еще плюс 15, то есть плюс еще вот этих 5 петель. Итого у нас получается 35 петель для узора и 2 кромочные петли. Всего набираем 37 петель. Кто не умеет делать набор, вот показываю. Вот так берем ниточку, середину захватываем на этот палец, на этот, и у нас первые 2 петли. Этому способу меня научила еще моя бабушка. 2 и дальше по одной. 3, 4, медленно показываю, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, и так 37 петелек. Сделали набор, переворачиваем работу, и вот первую петлю, вот когда я только набрала, я всегда провязываю, потому что если ее просто снять, она вот как бы распускается. Я ее провязываю таким вот образом, и она у меня будет уже такая вот кромочная петелька, чтобы не давала лишней слабины. Сейчас мы вяжем изнаночный ряд, но этот изнаночный ряд будет как бы для нас, как бы сказать, наметочным, да. Вот мы сейчас уже будем провязывать как бы по рисунку. Первая у нас идет лицевая, 1 лицевая, 3 изнаночные, и вот у нас уже будет намечено 3 изнаночные, 1 лицевая. Дальше 10 изнаночных. Пряжа у меня бобинная, поэтому она немножко рассыпается на ниточки. Так, 10 изнаночных. Соответственно, с лицевой стороны они будут лицевыми. Так, я не считала, проверяем. Значит, лицевая, 3 изнаночных, лицевая, и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот давайте сейчас повторяем этот же самый раппорт. Теперь вяжем первый лицевой ряд нашего узора. У нас уже намечено, тут у нас изнаночная. Изнаночные петли можно в 2 вариантах вязать. Вот это один вариант, а вот это второй. Можно вот так захватывать и с перекрутом. Значит, здесь у нас 3 лицевые, делаем накид, и 3 лицевые провязываем вместе. Значит, одну можно снять, провязать вместе. Вот такой способ. Провязываем 2 вместе. Рассыпается моя нитка, это мне немножко неудобно. Так, и вот эту петлю набрасываем.
Вот такой вот вид 3 вместе петель получается. Изнаночная. Теперь вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид. И вот эту петлю одеваем ее так, чтобы она перекручиваем и заводим иглу и вытягиваем лицевую петлю. То есть 2 вместе, но так, чтобы вот эта петля лежала как дорожка, чтобы она потом у нас образовывала красивую дорожку. Тут накид и провязываем до изнаночной петли. 1, 2, 3, 4. Переворачиваем работу. Первую петлю снимаем, лицевую мы перекручиваем ее вот таким вот образом. Вот, чтобы, если мы сейчас провяжем вот так, то петля получится вот такой, будет иметь вид. Нам нужно ее тут перекрутить. Перекручиваем петлю. Перекрученная петля смотрится в узоре аккуратней. Вот, видите, она перекрутилась, нижняя петля. Провязываем накиды изнаночной петлей, лицевая, то есть, в общем, вяжем сейчас 3 изнаночные, далее лицевая перекрученная, можно ее перекрутить, можно ее просто взять за заднюю стенку и провязать, она перекрутится соответственно. Далее по узору изнаночные. Так, изнаночных 1, 2, 3, 4, 5. Накид провязываем изнаночной. И 1, 2, 3, 4 изнаночных. Далее повторяем раппорт нашего узора. Провязываем 3 ряд. Снимаем первую петлю. Далее изнаночная. 3 лицевые, изнаночная, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 5 лицевых. Далее накид и провязываем вот эту петлю. Мы заходим вот так, провязываем, чтобы вот эта петля у нас образовывала дорожку. Так, значит, в этом узоре, в этом раппорте, вот это у нас сейчас раппорт узора. Одна, как это сказать, ажурная дорожка, назовем ее. Далее узор наш, середина узора. Далее опять начинается ажурная дорожка вместе вот с этим узором, вторым раппортом. И заканчиваем, добавляем еще одну ажурную дорожку. Значит, в этом раппорте узора изнаночная, 3 лицевых, изнаночная. Далее идет 1, 2, 3, 4, 5 лицевых, накид, 2 вместе и 3 лицевые петли. Дальше начинаем опять раппорт ажурной дорожки. Вяжем 4 ряд, он у нас изнаночный.
Ну, тут изнаночные ряды все вяжутся по рисунку. По рисунку. Единственное, что мы здесь перекручиваем лицевую петлю. 5-й лицевой ряд. Первую петлю снимаем. Так, теперь мы должны сделать наш узорчик. Вот здесь в дорожке, да, мы делаем сейчас дырочки. Сейчас мы делаем дырочки, они делаются так: накид, одну петлю снимаем, провязываем 2 вместе, так, и протягиваем провязанную петлю в предыдущую снятую. Накид, 1 изнаночная и 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевых, накид, 2 вместе, 1 лицевая, 2, 2 лицевых, и повторяем раппорт. 6-й изнаночный ряд вяжется тоже все по рисунку. Так, в ажурной дорожке, раппорт ажурной дорожки. Петлю нужно перекрутить, снять, лицевую петлю снимаем, перекручиваем и провязываем. Так, накиды провязываем изнаночной, изнаночной, все накиды. Петлю лицевую перекручиваем. Вот здесь, если я провяжу сейчас ее за заднюю стенку, она у меня перекрутится. Вот. В данном случае мне ее не пришлось снимать, как в этом, потому что я, когда вязала изнаночные, я немножко по-другому связала. Сейчас покажу. Вот у меня сейчас идут изнаночные. В чем разница? Если я захватываю нить вот так, вот как у меня будет висеть изнаночная петля. Если я захватываю на изнаночную вот так нить, то вы видите направление петли, вот это так висит, а это вот так. И когда мы провязываем, потом получается, что лицевую петлю, если я провязала одним способом, нужно перекрутить, а если другим, то перекручивать не нужно. Она сама вот перекручивается, когда я вяжу. Теперь смотрите, вот этот способ изнаночной петли намного проще. Вот раз, и он вяжется быстрее. Раз. Вот. Нужно выбрать для себя, какой вам способ больше подходит. Вот этот способ уже как бы сложнее. Так, раз. Его нужно вот так. Я его сейчас назад распущу, потому что я вяжу вот этим способом. Вот таким. А вот уже на дорожке иногда я тут, когда вяжу лицевую, могу, значит, вот здесь вот лицевая петля перекручивается. В данном случае я ее не буду перекручивать, я ее просто провяжу за заднюю стенку, и она перекрутится сама. Вот. Перекрученная петля смотрится стройнее, вот, ровнее. 7-й ряд лицевой. У нас уже есть тут 3 дырочки. Вот. Сейчас мы вяжем 7-й ряд. Значит так. Первая петля изнаночная. Три лицевые. Это наша дорожка ажурная. Изнаночная. Далее вяжем лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот 7-й ряд и 7 лицевых петель. Делаем накид, провязываем 2 вместе.
1 лицевая и опять наша ажурная дорожка, раппорт. 8 ряд. Все вяжем по рисунку. Опять же перекручиваем петлю. 3 изнаночные. И весь следующий раппорт узора после дорожки провязывается изнаночными петлями. 9 лицевой ряд. Снимаем первую петлю, изнаночная, накид, первую петлю снимаем, 2 вместе лицевой, снятую петлю протягиваем на провязанную, накид, изнаночная, девять лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 накид и 2 вместе. Повторяем раппорт до конца ряда. Вяжем 10 изнаночный ряд по рисунку. 11 ряд. Первую петлю снимаем. Так, вот уже как выглядит наш узор. 1 изнаночная, лицевая, 3 лицевых, изнаночная. И теперь самое интересное. Заводим иглу в первую дырочку, вытягиваем, делаем вот такую протяжку. 2 дырочка, 3, 4, протягиваем так, чтобы было свободно, держим, и последняя 5. Теперь аккуратненько возвращаем все накиды на иглу, и провязываем их вместе с первой петлей. Вот так. Возвращаем провязанную петлю, провязываем ее еще раз. Далее 3 лицевые, накид, 2 петли вместе, и заканчиваем лицевыми до конца раппорта. Далее повторяем также. Вот так получается. 12 ряд изнаночный свяжем по рисунку. Вот такой вот образец у нас получился. Вот еще один вариант этого же образца. Это вот тонкая нить, более тоньше, и на более толстых спицах. Вот такие получаются. Тут немножко другая дорожка. Вот. И вот плотнее вязочка. Вязка поплотнее. Вот так выглядят 2 таких вот образца.